Всем привет, меня зовут Артем, и вы на канале Коптим вместе. Сегодня я хочу приготовить вкуснейшее, лично для меня это просто блюдо, еще с армейских времен, я помню, блюдо номер один. Это пельмени. Хочу и поделиться с вами простым и вкусным рецептом приготовления теста. А потом, естественно, мы сделаем из этого теста пельмени. Рецептик я, кстати, подсмотрел на одном интересном кулинарном канале. Называется «Двойная порция с Александром». У Санька много разных рецептов. Домашняя кухня, мангальная тема, и многое другое. Поэтому рекомендую зайти, посмотреть. Обязательно подписаться и передать привет от Артема Коптим вместе. Ссылку на Александра я оставлю под этим видео. Итак, приступаю к приготовлению. Для приготовления теста мне потребуется мука, яйца, растительное масло, вода теплая, да и в принципе... соль. Еще соль. Сейчас я забыл соль на стол поставить. Больше ничего. Все граммовки я распишу в конце ролика. Договорились? Все, погнали. Так, первым делом нам необходимо просеять муку. Отмерять я ее буду такой кружкой. И буду использовать ровно 4 таких кружечки. В нее вмещается 150 граммов непросеянной муки. Прям гору не нужно. Смахнули. То есть, я думаю, все видно. Отправляю раз. Отправляю 2. И просеиваю пока 2 кружки. Очень удобное устройство для просеивания. Прям. И все. Готово. Далее нам потребуется влить в эту просеянную муку 3/4 этого стаканчика воды. Вода у вас должна быть теплая. Прям холодную воду лить ни в коем случае нельзя. Так. И вливаю. Теперь добавляю 1/4 часть подсолнечного масла. И теперь вбиваем 2 куриных яйца. Теперь добавляю пол чайной ложки соли. И теперь наша задача вымешивать тесто. Буквально 2-3 минутки я буду вымешивать в этой гастроемкости, пока тесто не начнет загустевать. А затем вы уже увидите, что мы будем делать дальше. Так, тесто уже стало достаточно крутым. Теперь на предварительно идеально вытертый стол. То кто-нибудь напишет, вот ты на грязный стол там будешь выкладывать тесто. Посыплю мукой, для того, чтобы тесто не прилипало. И выкладываю этот комок. Выкладываю на стол и начинаю вымешивать. Вымешиваю как можно тщательней. Тесто должно быть очень эластичное. Если тесто забирает в себя муку, которая на столе, берем и немножечко еще посыпаем стол. И продолжаем вымешивать. Процесс этот не быстрый, достаточно трудоемкий, поэтому минут 7-10 на это придется потратить. Уже что-то начало вырисовываться. Помните, как в мультике Вовочка в Тридевятом царстве? Сейчас как замесю. Помните, классный мультик такой, да? Надеюсь, у нас получится немного лучше. 3-4 закончили. Тесто уже не прилипает к рукам. Мы добились правильного эффекта. Делаю такой колобочек и убираю в целлофановый пакет. Так сейчас прям прижму. На 30-40 минут
тесто должно отдохнуть. Убираю его просто в стороночку, вот, при комнатной температуре. Я сейчас займусь пока приготовлением фарша. Итак, делаем фарш. Для фарша я буду использовать два вида мяса. Это свинина, я взял лопатку и взял кусочек небольшой говядины. Такую прям вырезку. Чисто прям филейное мясо. Оно постное, как вы видите, поэтому в большей части буду использовать свинину. Перерезаю все мясо в хаотичном порядке под мясорубку. С мясом я разделался. Теперь режу лук на несколько частей. Также под мясорубку. И отправляю к мясу. Фарш готов. Пришло время его посолить. Естественно, соль добавляем по вкусу. На мое количество мяса я добавлю, ну, получается, примерно 1 чайную ложку соли. Нет, добавлю, наверное, еще немножечко. Чуть больше 2 чайных ложек. Примерно 12-13 граммов. Да? И это будет идеально по соли. Готово. Теперь все это дело я тщательно перемешиваю. Фарш у меня достаточно сочный, но я хочу сделать еще сочнее его, поэтому добавляю на всю эту фаршесмесь 100 мл холодной воды. И теперь все это дело тщательно перемешиваю. Вот чего боятся мужики, которые приходят домой поздно или в непотребном виде. Прошло минут где-то 40, тесто подошло. Пора его раскатывать. Так, предварительно что нужно сделать? Посыпать мукой рабочий стол. Так. Затем орудие женского возмездия. Вот так вот, чтобы тесто не прилипало. Отрываю кусочек. Тесто какое эластичное. Вот. Замечательно тянется. Бросаю вот этот блинчик и начинаю раскатывать. Все, отлично, тесто тонко раскатал. Теперь возьму обычный стаканчик и буду делать формочки, такие кружочки для пельменей. Вуаля. Так, это тесто, естественно, выбрасываем на свалку. Ха-ха, конечно, мы его будем потом заново раскатывать. Убираю в сторонку. Значит, с одним, так скажем, блином теста я справился. Чтобы не затягивать ролик, приступлю сразу же к лепке пельменей, а все оставшееся тесто я уже переработаю за кадром. Так, погнали. Берем нашу заготовку пельменную, чайную ложку. Вот столько мяса я буду добавлять. Так вот защипываю по краям аккуратненько и делаю, ну так, соединяю два кончика. И получается вот такой аккуратный пельмешек. Доску подготовил. Теперь я тоже ее посыплю мукой. И буду выкладывать на нее наши пельмешки. Ну что, господа хорошие, вот то, что я налепил, что у меня получилось. Я устал морально. Ну, не мое это, на самом деле. Лепка пельменей – это слишком для меня нудное занятие. Ну, честное слово, откровенно говоря. В общем, вот столько осталось у меня теста. Фарша осталось еще больше. Вот, поэтому все. Значит, что я сейчас делаю дальше? Варю и пробую.
Вода к пельменям закипает. Я тем временем готовлю соус. До безобразия простой. До безобразия просто. Добавляю любой покупной кетчуп. Ну, если у вас есть домашний, еще лучше. У меня, к сожалению, нет. По 1 столовой ложке. Прям раз. Дальше добавляю майонез. Тоже столовую ложку. 2. Далее добавляю сметану. 2 полных чайных ложки. Как раз, ну, это примерно 1 столовая. И затем тру чесночок. 1 зубчик буквально. Все, и теперь все это дело тщательно перемешиваем. Варим, закидываем, точнее, вариться пельмехи. Вкуснейшие горячие пельмешки готовы. Все пельмени остались целые, то есть они не разварились, не развалились. Плюс ко всему приготовил я пельмени в 2 вариациях. Ну, как бы первая вариация классическая, да, понятно. А вторая вариация – это пельмени с бульоном. Ну, такой пельменный суп. Я просто-напросто залил сюда ту воду, в которой варились пельмени. И добавил сюда зелень. По желанию можно добавить горчички, хрен или что вашей душе угодно, хоть васаби. Вот. Давайте пробовать, да? Я так долго ждал этого момента. Я вам словами не могу передать. Прежде чем я попробую первую пельмешку, я разрежу и покажу, насколько это мясо проварилось и насколько это сочно. Давайте посмотрим на срезе. Просто потрясающе, да? Мне прям очень понравилось на вид. Да. И больше ничего не нужно. Или нужно? Напишите в комментариях, чего у меня не хватает на столе. Сочнейший фарш. Классно. Теперь попробую вот с соусом прям. Это просто шикарно. Я не хочу больше ничего рассказывать. Обязательно повторите по этому рецепту. Попробую вот с бульончиком. Вот на утро такое просто благодать. Ребятки, ну, я думаю, все ясно, понятно, вкусно. И на этой вкуснейшей пельменной ноте буду заканчивать наше видео. Кому понравилось сегодняшнее вот такое видео, обязательно подписывайтесь на наш канал, на канал Санька. Также обязательно ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии, задавайте любые вопросы и давайте дружить. Давайте дружить вкусно. Также все ссылки на наши соцсети, это группа ВКонтакте, Телеграм и что там еще у нас есть, Одноклассники, оставлю прямо под этим видео. Всем удачи, всем пока!